В глубокую емкость разбиваем одно яйцо. Выливаем немного молока. Важно, чтобы молоко было немного теплым, но не горячим. Добавляем пару столовых ложек растительного масла. Добавляем сахар. И теперь высыпаем сухие дрожжи. С помощью венчика перемешиваем все ингредиенты. Сильно взбивать не нужно, достаточно просто соединить все в однородную массу. Высыпаем заранее просеянную муку и добавляем щепотку соли. Сначала все хорошо перемешиваем, лучше при помощи венчика. А затем удобнее всего силиконовой лопаткой. Тесто получается эластичное, не очень густое, с ним приятно работать. Замешивать руками не нужно. Как только все ингредиенты равномерно смешались и получилась гладкая однородная масса, наше тесто готово. Посмотрите, какая текстура должна получиться. Теперь накрываем тесто тарелкой или пищевой пленкой и оставляем на 20-30 минут отдохнуть и немного увеличиться в объеме. А пока подготовим начинку. Конечно, для начинки можно использовать абсолютно разные варианты. Но сегодня у меня будет любимая сырная начинка. Небольшой кусочек твердого сыра натираем на крупную терку. Понадобится буквально грамм 100, не больше. И еще обязательно натираем фету или брынзу, тоже на крупную терку. Вот так должно получиться. Теперь смешиваем два вида сыра между собой и разделяем на две примерно одинаковые части. Для удобства я выкладываю на две разные тарелочки. Из одной части формируем довольно-таки плотный шар. Сыр мягкий и эластичный, и делать это довольно-таки удобно. Вот такой вот шар должен получиться. А теперь вернемся к тесту. Посмотрите, как оно увеличилось в объеме. Все просто отлично. Немного обминаем его лопаткой или руками. Поверхность, на которой будем работать с тестом, припыляем немного мукой и выкладываем тесто. Сверху теста тоже нужно немного посыпать мукой. И теперь замешиваем. Сначала лопаткой, а потом уже руками. Тесто получается очень мягким, эластичным, воздушным. С ним легко и приятно работать. Тесто возьмет совсем немного муки. Лишнюю муку просто убираем в сторону. И теперь из теста формируем небольшую лепешку. Формировать будем руками. Скалка для этого нам не нужна. Мне очень удобно работать с тестом на вот таком силиконовом коврике. Ничего не прилипает и убирать все потом очень легко. Ссылочку, где я купила такой коврик, обязательно оставлю в описании под видео. Итак, наша лепешка готова. Теперь в центр выкладываю шары сыра и феты. И теперь тестом укутываем начинку. Делаем это таким образом, чтобы шар оставался в центре. Посмотрите, как должно получиться. Теперь руками немного расплющиваем тесто с начинкой, снова формируя лепешку. Все получается очень просто и быстро. Тесто податливое и удобное. Вот так в итоге должно получиться. Противень застилаем бумагой для выпечки и аккуратно перекладываем лепешку на бумагу. Поправляем все края, чтобы все было красиво и симметрично. Теперь нам понадобится один желток. Кисточкой немного взбиваем его и наносим сверху на лепешку. Равномерно по всей поверхности распределяем. Желток создаст ту самую аппетитную и немного хрустящую корочку. И теперь завершающий этап. Посыпаем сверху второй половиной сыра и феты. Будет очень вкусно. По желанию можно добавить немного свежей зелени, но мне нравится и просто сыром. Все готово. Сыр распределили. Можно отправлять наше блюдо в духовку. Будем выпекать 25 минут при температуре 180 градусов. Вы только посмотрите, какая красота в итоге получилась. Аромат невероятный. Давайте скорее разрежем и посмотрим, что же там внутри.
сырная начинка и мягкое воздушное тесто. Это просто идеальное сочетание. Обязательно попробуйте приготовить. С нетерпением буду ждать ваши отзывы в комментариях. И, конечно же, фото в Instagram. Всем приятного аппетита и до новых рецептов. Пока-пока.